Всем привет! В Норвегию на север пришла какая-то жара аномальная, притом за одну ночь. Днем ранее ехал я, была погода 12-13, вечером влупил дождь, там где-то к вечеру было градусов 10. Ну и утром я где-то в часов 8 просыпаюсь и чувствую, что что-то не то. Вот, ну, знаете, как начинает так немножко кабина набирать температуру, но спасение, что у меня белая кабина. Если бы у меня была черная, я бы уже проснулся весь в поту, и еще, я думаю, гораздо раньше. С черной кабиной сразу у вас, как только первые лучи солнца проявляются, все, сразу. Если у вас были закрыты окна, каждый понимает, да, когда вы ночью ложимся спать, на улице, ну, там 12 градусов, там в Норвегии, там летом 15, может быть. То есть, ну, прохладно, закрыли окна. Вот, и утром ты просыпаешься просто от дикой жары. Ну вот белая кабина, конечно, просто небо и земля. Просто. Я на градусник клац 22, думаю, хорошо, это было 8:30. Пока сходил, умылся в туалет, туда-сюда, прихожу, бам, 26. Думаю, ну все, денек будет ужасно. У меня 3 выгрузки, фауски и 2 вбода. Вот, ну и все. Последняя у меня выгрузка, выгружаюсь. Здесь не нужно присутствовать. Ну, здесь долговато выгружаются на магазине, потому что таскают постоянно на 2-й этаж. Вот, и у меня какое-то будет другое задание, не так, как всегда. По крайней мере, я получил частичную информацию. И загрузки мусором пока что нету, поэтому, может быть, я вас обманул, что мы потянем 30 тонн на V8 и проверим, как V8 едет по сравнению с Супером 500. Ну, посмотрим, что будет. В любом случае ждет что-то интересное и новое. Поэтому полностью покажу, если будет что-то новое, загрузку, разгрузку, не пропустите. Вот. Ну и поговорим, в принципе, о V8, о моих впечатлениях и с чем-то уже, в принципе, я могу сравнить. Итак, друзья, все по плану. Мчим с вами загружать мусор. И я последний раз вообще на своем канале, наверное, покажу загрузку этого мусора. Вот, популярно со всеми моментами, и на этом все, я его больше никогда не буду показывать. Вот, ну и после, я так понимаю, после выгрузки в Сунdsвале поеду на какую-то другую фирму совсем грузиться, и груз будет на Норвегию, куда узнаю чуть позже. Но вот меня немножко огорчили, перепутали декларации будущие, которые будут, скинули мне, что какая-то наша машина поедет на Киркенес. Ну, то есть это означает, что есть перспектива в дальнейшем тоже немножко в другие места покататься. То есть по мере закрепления на этой логистике, то и будут более какие-то другие разнообразные рейсы. Но пока едем грузиться моим любимым мусором. 9% подъем и цепи зимой. Но это если вы очень рано, может быть, приедете и снег идет не переставая, может, цепи понадобятся. Но так в целом всегда обычно засыпают. Очень даже как бы хорошо, потому что здесь, ну, здесь не только грузится ездят, здесь все ездят, легковые, привозят сюда свои какие-то, ну, как не отходы, ну, старые вещи сдают, то есть все подряд. Все мусорки обслуживаются здесь. Ну, короче, техники хватает здесь. И здесь, значит, моя задача перед весами зайти в офис, уточнить, есть ли на меня данные, и потом могу заезжать на весы. Все. На весы 5 секунд постоять на весах. Здесь все сделали новое, потому что раньше были только одни весы. Тут ремонт шел. Ну, сейчас все четко. Одни весы на выезд, другие на въезд. Ну вот, посмотрим. Зато, смотрите, 19 тонн, моя пустая сцепка. Вот так. С этими прицепами, да, тяжеленькие. Здесь даже в коем-то веке подметена площадка. То есть, чтобы вы понимали, это идеальная чистота.
Так, ну я, наверное, остановлюсь, как всегда. Я думаю, изменений никаких не будет. Тем более ветер как раз правильный дует. А вот там коллега грузится. Очень классное место там грузиться. Там легенько груз загружают, и ты налегке поехал. Так, здесь тоже, кстати, я забыл сказать в прошлом видео по поводу Scania, что 4 задних передачи. Вот это вообще тема. Задом можно наваливать круче, чем передом. Так, чуть-чуть дам вперед. Все, кстати, да, с нашими прицепами нам нужно всегда ровненько становиться. Я уже, наверное, об этом говорил, да, чтобы мы, когда открывали двери, мы не стукнули себе по нашим бочинам, короче. Не поломали крылья наши. Все, я, в принципе, иду открываться. Ребят, будет плохо меня слышно, потому что у меня нету для этой камеры, для GoPro-шки микрофона. И, значит... я не буду глушить двигатель, потому что жарище на улице. Я хочу, чтобы у меня было прохладно в кабине. И окна я открыть не могу, так как сюда налетит просто тьма тьмущая мух. Кстати, да, тоже всегда опускайте сразу ленивцы. Так, все, мы распахнуты. Опа. Чик, все, есть контакт. Так, нам в конец себя подвинем. Мусор на самом деле, он хорош, когда он сухой, да? То есть, ну, не надо заморачиваться, уголки какие-то, еще что-то. То есть, тупо жми, сколько есть силы его, зажал и поехал. В моем случае мне хватает вполне по одному ремню, так как у меня изотерма, вот. Но и ремни у меня 4-тонные. Так как прицепы немножко выше, 4,10 высота, да? От тенты 4 выходят у нас. То здесь как бы проще, стоя на земле, закидывать. Да, учимся как в школе метать. Я, кстати, в школе метать просто ненавидел. Вот это была самая моя слабая сторона. Хотя, ну, как бы подача была сильная, но метать я только где-то к 18 годам научился. И все. Закидываем. Тем круче работать с изотермой, с таким вот, с книжкой, что вы можете сразу все закидывать. Вам не надо двигать никакую штору никуда. Не заниматься херней. Ремешок-то дрявенький у нас. Ах. За такой ремень, ребята, штраф. Собственно, снизу земли кидать или можно так. Если ветер у вас нормальный, то тоже все получится. Оп, все, перетяг пошел, отлично. Все, немножко подкорректировать. Поближе можно сюда. И цепляем. Все, дальше я уже буду их прицеплять по мере того, насколько будут длинные тюки, потому что они всегда разных размеров. Я однажды грузился такими тюками, у меня вышло просто на весь прицеп 5 таких вот тюков, да. Ну, и в высоту их ставили, у меня вышло 30 тонн. Но прикиньте, насколько они были длинные, здоровые, что только 5 мне поставили. И все, так, я кидаю дальше ремешки, короче, и ждем нашего погрузчика.
На большинстве свалок, когда загружаешься, на фирмах точнее этих, то есть пейзажные такие места. Вот мне еще больше нравится в Каупангере, там вообще круто. Очень смотрится все. Вот, и типа, знаете, с одной стороны такой небольшой рай на земле, а с другой стороны ад. Так, первый пошел. Так, чувак, мне дверь хотел вынести. Сегодня сильный ветер, конечно. Немножко он так мешает. Так, я надеюсь, у меня там двери все-таки не выгнут. И закроются они у меня хорошо. Так, мне нужно будет поставить сейчас здесь 3, а следующий ряд я поставлю 4. В прошлый раз я так грузил, вышло у меня очень даже неплохо. То есть точно так же загружусь, как я ехал последний раз на Scania Super. То есть вот в целом срач от него мусора его выходит, что, ну, погрузчики рвут, так вот получается, ну, а по-другому никак, то есть не выйдет. Они рвут бочины эти, и мусор весь вываливается. Что-то он большеватый какой-то выбрал. И еще, так как заведенная машина, у нас сразу, спустя только с ручника, у нас сразу покажет нам точные весы. То есть не надо нам воздух потом будет качать или еще что-то. Но не везде, ну, с мусором-то по барабану. Но вот где-то доски, металлы всякие, алюминий, то там, конечно, не разрешат вам, чтобы машина тарахтела. Все, всегда нужно смотреть, чтобы у вас закрылись двери, с учетом того, что вы еще будете крепить замком. Все, сейчас выставит. Выставит этот ряд. Следующий. Я уже пойду потихоньку скину 3 ремня. И, ну, чтобы в процессе быстро закрепиться, чтобы не стоять дольше в этой вонище. Тише отсюда. Я пока пойду плиты переставлю к этим дверям, чтобы они мне потом не мешали. Это возим, когда на палетах груз наш постоянный на север, то закрываем так, ну, удобно получается. Не-не-не-не. 2 наверх. Last time we load here 4. Yes. 4. Yes. 2, 2 and 3, 3, 3, 3. Сейчас попробуем. Веса всегда разные. Вот в этом немножко есть, конечно, проблема. Но в
периоды как бы редко отличаются. Но вот, я думаю, все должно получиться так, как и в прошлый раз. Ё, бля. Я не могу на это смотреть просто. В общем, если я ошибся с этим вот сейчас расчетом и поставлю здесь 4, потом, конечно, 1. То есть вытащить-то его не проблема одного, но потом вот следующего поставить посередине, вот это другая проблема. Там распотрошатся все мешки. Так, вот сюда. Он... Да, в целом еще идет общение, фу, бля, с водителем погрузчика с помощью жестов. То есть поняли, что я сделал? Да, он был наскос кривой, получается, как-то он... А, и тот, получается, кривой, бля. Ай, ну он увидел сам и тоже этот убирает. Потому что... Потому что он со скосом вышел какой-то кривой, и на него наверх не становится следующий тюк. А, вот он что решил. Он его задом наперед возьмет. Ну да, логично. Одежда после такой загрузки сразу идет в стирку. Ну, то есть, я обычно делаю сменку. То есть, у меня лежит бомбалюки специально для загрузки мусором. То есть, майка и другие шорты лежат, ну, на летний период. И все, то есть, вот так как бы раз, два, три там загрузился, постирал робу эту. Ну, потому что... Обычные вещи, то есть кажется запах такой, но он едкий, он быстро впитывается везде просто. А если вы постоите с открытыми окнами, как некоторые стоят, я такое видел в лето, ну это жесть, это просто жесть. Я не знаю, что у них там творится в кабине, как бы, ну, наверное, не хочу смотреть. Ну вот видите, поставил, я не проконтролировал, надо его прижать больше к стенке, потому что тут место у нас есть, поэтому максимально его нужно сейчас поджать нам. Последний ряд останется, пойдем посмотрим весы. У меня должна быть очень большая разбежка с фактическим весом на прицепе. Поэтому, ну, я просто заезжал на весы, на контрольный проверял. У меня аж разница в 7 тонн. То есть, ну, не пляшет. Как на весах было и как у меня по факту показывало. Поэтому посмотрим, что будет. Спрятался за машину, ветер начал сильно дуть. Ну и прикинь, как это все залетает в ноздри, в уши. Все садится на одежде. Да, кстати, еще здесь, конкретно в этой фирме, в Бодо, грузят максимум 21 тюк. Ну вот у меня несколько раз получалось
21 загрузить. Но бывало хватало и 18, чтобы 30-ку добрать. 5 на 3, 15, плюс 4, 19. То еще 2 тюка грузить могу. Но весы сейчас вот показывают, в принципе, вроде бы как и должно быть. Но главное, чтобы не было меньше, потому что придется доезжать на загрузку. Может быть, у меня на весах какой-то сбой был, что у меня... Сейчас поставлю один стой. А чуть-чуть. Стоп. Ну вот, по моим весам все хорошо, поэтому надеюсь, что будет и там все хорошо. Хватит нам не грузить. Так как в Гидлите работал, ну и они здесь тоже частые клиенты, естественно. Сегодня, кстати, странно, что я их не видел. Тоже менеджер. Я загрузил 21 тюк, а у меня вес вышел там фигня вообще полная, 24, наверное, тонны. Ну, короче, какой-то легкий попался, более-менее плюс-минус, знаете, сухой строй, такой материал большой какой-то, пышный. Ну, короче, я ему отписываю, что вот такой вес. Он: нет, так ты что, нам надо минимум 29 там, или сколько он там хотел. Я говорю, ну как? Здесь грузят только 21 тюк. Нет, мне надо. Блядь, я говорю, ну ты дурачок или что? Взял, выслал ему фотки, открылся специально. Говорю, все, 21, больше не грузит. Ну ладно, хорошо. Вот есть такие непробиваемые немножко. Как бы везде в заявке, там, я думаю, по любасу у них где-то в документах, в информации везде указано, что сколько-то, максимум там столько-то. Ну, здесь я не знаю, почему, как бы вот такая договоренность такая, наверное, может, потому что много компаний грузится. 21 тюк только максимум, и все. Так, вот этого уродца я даже крепить не буду. Пускай стоит он тут сам себе. Ну, здесь двери, я, да, помню, что закрывались они здесь хорошо, только была вот одна вот эта неисправная, но ее сделали. Она не закрывалась. Вот. Теперь зато она вверху закрывается отлично. Ну и все, на мойке, конечно, все это. На мойке всегда лучше, если вы будете работать с такими прицепами, открывайте, что после рыбы, что вот после мусора. Открывайте полностью двери. Ну как, не полностью, точнее. Я вам... Так, я штангу поставил, да? Нет. Сейчас я вам покажу. То есть, чтобы вам двери полностью все не сдвигать. Но в идеале, конечно же, лучше полностью сдвигать. Так вы более тщательнее вымоете. А так вот, то есть мы эту дверьку открываем. И здесь мы просто вот делаем такие вот движения. То есть приоткрываем. Все, у нас здесь получается пространство. Ферштейн. Вот так.
А. Во. Все, ничего не торчит, все створки закрыты. Верха с низами совпадают, можно ехать. Точнее, не можно, а нужно, и бегом отсюда просто бежать вообще. Погнали на весы. Все, ведущая у меня отлично. 18 тонн, то, что надо. Прицеп на моем пишет 24,3, но посмотрим, что вышло по факту. Сейчас нам девушка скажет по граммофону наш вес. Вы знаете, нормально. Вес совпадает. 29 тонн должно быть. How much? 40? 30 тонн. Видите, 49 тонн общая. Выходит 30. Ну, как я и говорил, если загрузка 50 тонн, полная загрузка, то это выходит 31 тонна в моем случае. А в случае тента это 32 даже с половиной. Ну что, на 1 тонну у нас больше выйдет. Поэтому будем надеяться, что хотя бы такой результат покажет Scania V8. Вот вам, кстати, на полную я врубил ретардер. Ну, конечно, здесь скорость маленькая, он должен держать с такой скоростью. То есть 9% у нас спуск здесь. Ну, это я так просто показать. Но я уверен, что даже 60 км в час он бы тянул. Ну, то есть держал бы налегке. Ну, может быть, не налегке, конечно. Так, у меня закрылись почему-то ворота. Не хотят меня с этой помойки выпускать. Да, фирма уже закрывается, 15:30. Никогда, ни у кого не было никогда мечты такой. Ворота такие с разгона вынести. Как в боевиках. Port Automatics. Вот и все, я подъехал, они открылись. Здесь сейчас хороший вам моментик такой хочу показать. На небольшой скорости участок это нужно проезжать. 4,1 у нас мост. И сразу там такой идет подъемчик после него. Ну, то есть он и узкий, чтобы... Ну и вот все, мы видим, что никого нету, можем разгоняться. У меня вышло с 55 старт. Ну, просто зимой на таких вот местах очень легенько так попасть в неловкую ситуацию. Ну вот, у меня 50 тонн вот таким образом проехали этот участок. Вполне успешно. То есть даже, я думаю, на гололеде никакие манипуляции делать не надо будет с... Ну да, если встречка была бы, то есть, прикиньте, я почти уже остановился бы. Вовремя нужно было бы перекинуть вес и газовать, что есть дури. Как и в прошлый раз, я даю максимальный разгон. Иду в режиме Power. Ну и посмотрим, насколько быстро будет падать скорость и на какой скорости в итоге мы вытянем. Напомню, что на Scania Super я выехал на 49 километрах. Но у нас, да, сопротивление луж, ветра, ну и вес на 1 тонну больше. Вот мой вес общий. Но по факту 49 тонн на фирме, как я взвешивался. То есть пустым я вешу 19 там с чем-то. Вес груза 29 900. Ну вот и считайте. Все, мы в это время пошли уже на подъем и смотрим, что будет происходить. Коробки здесь одинаковые, что в Scania Super, что в этой Scania. То есть эти коробки начали, наверное, выпускаться с 2021 года, но я могу ошибаться.
Вот тут еще можете посмотреть, какой будет расход в момент подъема на гору. И да, средний расход на этой Scania V8, 530 V8, 30 литров вот у меня средний расход. Как бы это тоже довольно-таки хороший расход для Скандинавии. Но единственное, что датчик топлива, вот чего-то, именно проценты, да, и километраж, вот что-то с ним не то. Не может быть, чтобы у меня запас был на 1200 километров. Короче, оно на этих 1200 зависло, походу. Так, ну и вот у нас пошла потеря. Я думаю, она медленнее вытянет, где-то на 40 километров в час вытянет. Но, может быть, я и ошибаюсь. Ну, тонна, да, считайте, у нас тонна разницы. Ну, я не думаю, что сильно она такую, конечно, уже роль сыграет, эта тонна. Но, видимо, неплохо она сыграла роль. То есть зацеп у нас был нормальный, у нас не было никаких пробуксовок там на мокрой дороге. Все хорошо, мы заходили точно так же, как и на той. Но я уже чувствовал по динамике, когда ехал, загрузился, то, что, ну, она немножко хуже тянет. Вот вам, ребята, прикол, что рядная шестерка с шильдиком супер. Ну, что вы там увидели? 45 получается, да? Немного. Ну, или 44. Я, честно, сам прощелкал, смотрел на дорогу, поэтому результат вы сами видели. То есть, все, сейчас уже начался у меня разгон, поэтому вот такой вот, собственно, получился у нас результат. Тоже хорошо тянет. Тем более, очень хорошо Scania 8 тянет с низов, как бы, да? Вот со старта, с места, с колец, там, с поворотов. То есть, вот эти, вся восьмерка начинает работать. То есть, 500-й рядной, ей как-то так тяжело это очень делать. Но на ходу, на больших скоростях она лучше себя ведет. Вот вам, как бы, и такое вот сравнение. Может быть, кто-то не согласен? Ну, пишите. Подискуссируем на эту тему. Ну и, конечно, главное отличие – это звук. Звук мотора просто обалденный. V8. Как говорится, что еще для счастья надо? Ну, я просто люблю V8. У меня легковая тоже V8, 4,7 бензин. И в дальнейшем, пока есть такая возможность в Беларуси задешево пользоваться такими моторами за счет дешевого топлива, за счет, по сравнению с другими странами, дешевого техосмотра, страховки. То есть у нас на объем ничего не влияет, там, ни цена, ни какие-то, ну, в общем, у нас по барабану какой объем. Единственное, на что это влияет, это когда ты машину пригоняешь из-за границы. Вот. Ну и здесь, конечно, Scania V8, то есть, да, вот она осталась в своем амплуа, и это, конечно, круто. Ну, кому-то по барабану, конечно же, но вот мне лично, как бы, ну, круче работать на V8 за счет только одного звука. От одного звука, ну, настроение у меня лично поднимается. Вот как-то так. Все, друзья, пишите вопросы, ставьте лайки, подписывайтесь, кто не подписывался, потому что смотрю, многие смотрят, кто не подписан. Все, всем удачи, до новых встреч, пока. Еще один ответ на то, что зачем в Скандинавии дополнительный свет. И что, мол, ну вот ближний плохой, все равно, ну что это дальний, то есть, ну, люди обычно пишут комментарии, которые вообще не соображают ничего про Скандинавию, никогда в жизни в ней не были. Так вот, я еду уже на дальнем свете, 100 километров, у меня ни одной встречки, и поэтому здесь нужен дополнительный свет. Вот мой ближний свет, вот мой дальний свет. Сейчас вот я выключил прожектора. Вот я включил прожектора. Я вижу, вон как белки трахаются на елках. Или березы, что-то. Понимаете? Все, у меня просматриваются все обочины, все подряд. Я спокойно просто валю посреди дороги, и никого нет. Вот зачем нужны дополнительные фары и в целом освещение на дальний свет в Скандинавии.